Возвращаясь к большевистской революции. Одна из ироний судьбы заключается в том, что и Ленин, и Троцкий находились в изгнании, один в Германии, другой в Соединенных Штатах. Расскажите нам о том, кто помог им добраться туда, куда они собирались, чтобы революция состоялась. Позвольте мне резюмировать примерно 4 главы за 4 минуты. Троцкий был в Нью-Йорке. У него не было никакого дохода. Я суммировал его доходы за тот год, когда он был в Нью-Йорке. Это составило около $600. И все же он жил в квартире. У него был лимузин с шофером. У него был холодильник, что в те времена было большой редкостью. Он покинул Нью-Йорк и отправился в Канаду по пути к революции. У него было при себе $10 золотом с нулем. Он заработал в Нью-Йорке не более $600. Он финансировался из Нью-Йорка. В этом нет никаких сомнений. Британцы сняли его с корабля в Галифаксе, Канада. У меня есть канадские архивы. Они знали, кто он такой. Они знали, кто такой Троцкий. Они знали, что он собирается начать революцию в России. Из Лондона пришли инструкции посадить Троцкого обратно в лодку вместе с его партией и позволить им двигаться вперед. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что Вудро Вильсон, который выдал паспорт Троцкому, и нью-йоркские финансисты, которые финансировали Троцкого, и Министерство иностранных дел Великобритании позволили Троцкому сыграть свою роль в революции. Сейчас в Швейцарии вы получаете Ленина, который был в изгнании. Он проехал через Германию в знаменитом опломбированном поезде с разрешения и при поддержке германского генерального штаба. И все же Германия и Великобритания должны были воевать друг с другом. И вы заставляете их обоих двигать этих двух ключевых революционеров на место внутри России. А затем, конечно, остальное уже история. Они создали революцию, в которой участвовало не более 10 революционеров. Им нужна была помощь Запада, и они получили помощь от Германии, Великобритании и Соединенных Штатов, чтобы продолжить и закрепить революцию. Просто расскажите нам все сначала. Почему? Почему? Просто расскажите нам об этом в учебниках. Почему это должно привести к осуществлению, я подозреваю, плана контроля над мировым обществом, в котором мы с вами не найдем свободы верить, думать и поступать так, как мы верим. Эти влиятельные люди на самом деле представляют себе в то время единое мировое правительство, которое было бы социалистическим. Да, вторые заявления, которые я сделал, состояло в том, что они не хотели, чтобы Советский Союз превратился в еще одно общество свободного предпринимательства, и что это компенсировало бы это. Помощь революции компенсировала бы это событие, которое было сделано в качестве заявления в 1919 году. У вас есть различные книги, выигранные компанией Gillette, The Razor Blade. Gillette назвал город, я думаю, так оно и было, который представил этот корпоративный социализм миру уже в начале чего? 1905-1910 годов. Таким образом, на рубеже веков вы начинаете воспринимать фактически письменные заявления этих бизнесменов-интернационалистов как своего рода социалистическую империю, которую они хотели создать. Она там есть, но эти книги, конечно, не включены в ваши курсы политологии и истории в обычных университетах. Расскажите о миссии Красного Креста. Миссия Красного Креста в России 19 января 1918 года. Около 17 банкиров, юристов, бизнесменов. Мы уже говорили с парой врачей. С парой. Там было 2 врача. Я думаю, что там было 2 врача. В чем заключалась миссия? Миссия финансировалась Уильямом Бойсом Томпсоном, банком Чейз, Манхэттен, Федеральной резервной системы. Красный Крест не хотел посылать миссию. Красный Крест сказал: нам не нужна миссия в Россию. У них уже была миссия в Румынии, которая хорошо справлялась с работой. Но Уильям Бойс Томпсон хотел получить эту миссию, и он вложил деньги. Он профинансировал ее. И если вы посмотрите, я напечатал список людей, участвовавших в миссии, и там были в основном банкиры и юристы с Уолл-стрит и люди из истеблишмента Уолл-стрит и вокруг него. Функция или цель этой миссии состояла в том, чтобы оказать помощь большевистской революции. Миссия Красного Креста в России была средством прикрытия. Она позволила этим элитам Уолл-стрит, этим манипуляторам с Уолл-стрит быть там на месте. А затем я отследил телеграмму стоимостью в $1 миллион от компании Моргана в Нью-Йорке до Петрограда. Я забыл, в какой банк, но она поступила от Уильяма Бойса Томпсона, и который финансировал революцию. А затем они оказали давление в Госдепартаменте в Вашингтоне, чтобы фактически направить оружие на революцию, которая началась в 1918 году. А затем я нашел в файлах Госдепартамента чрезвычайную телеграмму, в которой Троцкий обратился к Госдепартаменту с просьбой прислать американских армейских инструкторов для подготовки новой советской армии. И я думаю, что я так кратко перепечатал это в одной из своих ранних книг.
Миссия Красного Креста была средством прикрытия, позволяющим Уолл-стрит быть на месте, чтобы направлять и манипулировать продолжающейся большевистской революцией. Какова была реакция Госдепартамента? Да, они были вполне готовы прислать инструкторов армии США. Вы знаете, как это делается? Я не знаю, продвинулись ли они вперед. Я знаю это оружие. Я знаю, что винтовки пошли вперед. Я не отследил ответ на телеграмму, за исключением того, что она была одобрена в Госдепартаменте, и я перепечатал телеграмму. Я так и не нашел ответа. Это, вероятно, заняло много времени в файлах. Знаете ли вы цифру, до которой Уолл-стрит поддерживала большевиков? Это был $1 миллион. Только Уильям Бойс Томпсон подсчитал эту цифру. Но тогда у вас есть другая помощь. Например, весь сибирский эпизод. Видите ли, в 1918 году большевики действительно контролировали только Москву и то, что тогда было Петроградом, а сейчас Ленинградом. Они не смогли бы отбиться от белых русских, чехов, которые в то время были в России, японцев, которые были под властью большевиков. Они не смогли бы отбиться от них без помощи Соединенных Штатов и Великобритании. А Сибирская железная дорога имеет решающее значение, потому что, если вы посмотрите на эту карту России, вы знаете, что Москва и Ленинград застряли в левом конце. И у вас есть то огромное пространство России, которое закончилось. Магистраль — это Транссибирская железная дорога. Теперь в учебниках истории вам скажут, что туда вошли американские войска. Они заняли Транссибирскую железную дорогу, чтобы помешать японцам войти. Это абсолютная чушь. Я никогда не писал эту книгу. Я надеюсь однажды обойти это. У меня есть 2 большие коробки папок по этому делу. Цель американской армии в Сибири состояла в том, чтобы удерживать Транссибирскую железную дорогу до тех пор, пока большевики не станут достаточно сильными, чтобы захватить ее. И они сделали это очень эффективно. Они сдержали японцев. Они сдержали их под Маньчжурией. Они эвакуировали чехов по Транссибирской железной дороге. Французы и англичане сдались, потому что сказали, что американцы помогают большевикам. Они эвакуировались. И в одной из этих книг я перепечатал небольшую вырезку из Нью-Йорк Таймс, по-моему, за 1919 год. Наконец-то большевики добрались до Владивостока, прямо на дальнем конце Сибири, недалеко от Японии, где местный комиссар обратился к американской армии и поблагодарил их за помощь революции. Это было в Нью-Йорк Таймс, и я перепечатал это. Теперь это полностью противоречит всему, что вы найдете в учебниках. В учебниках говорится, что мы отправились в Сибирь, по крайней мере для того, чтобы быть нейтральными. И я полагаю, большинство людей предположили бы, что мы отправились туда, чтобы остановить большевиков. Мы этого не сделали. Мы отправились, чтобы помочь большевикам. Нет никаких сомнений в том, что они не смогли бы консолидировать свою революцию без капиталистов. Ни в коем случае. Ни в коем случае. У них было слишком много врагов. Не только внешних врагов. Белые русские, сами украинцы не были особенно счастливы. Все этнические группы в России не были особенно счастливы с большевиками. Они не смогли бы победить без западной помощи. В этом нет никаких сомнений. Тогда они морили фабрику голодом. Они не могли разрушить фабрики, потому что большевики расстреляли всех менеджеров и техников. Либо они уехали из России. Фабрики были закрыты. К 1922 году Россия голодала. Сам Ленин сказал, что конец пришел. У них не было еды. У них были эти закрытые заводы. Заводы не были уничтожены во время революции. Это то, что вам скажут учебники, в том числе Кинан, эксперт Госдепартамента. Он говорит, что российские заводы были разрушены во время революции. Они не стали бы это разрушать. Почему? Потому что я видел фотографии после революции и справа. В башне института Гувера есть эти массивные коробки с фотографиями российской промышленности после революции. Они не могли управлять заводами. Так что же нам делать с Аврил Харман и Национальным банком Чейз? А Национальный банк и старые друзья с Уолл-стрит, они идут туда. И, конечно же, миссия Гувера — накормить Россию. Мы идем туда, и у нас есть эти 250-300 концессий, в рамках которых американские компании пришли в Россию и запустили простаивающие заводы. Гарриман злой. Гарриман взял концессии на марганец, Алмонд Хаммер, Оксидентал Петролиум, взяла карандашные фабрики и асбестовые заводы. И все эти ведущие капиталисты вошли в дело и заставили Россию действовать от имени большевиков.
Потому что большевики либо расстреляли, либо выгнали всех людей, которые были русскими, которые управляли заводами. Еще один момент. Царская промышленность была на очень высоком уровне. В ваших учебниках говорилось бы, что царская промышленность была отсталой. Только после прихода Советов она начала прогрессировать. Это абсолютная чушь. У русских в 1913 году было 2 местных русских автомобиля. Русские автомобили. Никогда не было ни одного местного советского автомобиля, все они пришли с Запада. Царская Россия в 1916 году выпустила самолет с размахом крыльев больше, чем у 747-го. Сегодня об этом ничего не известно. Это просто стерто из истории. Технологически царские русские были, по крайней мере, на одном уровне с остальным миром. Они начали приходить в упадок только тогда, когда власть захватили Советы. И тогда у вас будет долгая история с этого момента и далее. Как вы получили первый пятилетний план 1929-1933 годов? Я смотрю на первый пятилетний план. Я смотрю на каждый завод, который был построен в России в то время. Каждый завод был построен западной компанией, но один единственный завод был построен Советами. Назовите любой завод, если здесь есть русские с давних времен. Назовите любой завод первой пятилетки. И вы не хуже меня знаете, кто его построил, а не Советы. Это была западная компания. И вы пробежитесь по списку «Трактор Caterpillar». Чем больше гусеничных тракторов в Советском Союзе, тем больше их за пределами Советского Союза. Форд модель А. Форд построил завод в Горьком, и как только инженеры Форда ушли, они начали выпускать военную технику. Называйте как хотите. В первой пятилетке каждый завод был построен в основном американскими компаниями, но там также было много британцев, французов, немцев и японцев. Тогда вторая пятилетка в 1930-х годах была дубликатом. Они пытались скопировать первую пятилетку собственными силами. Они пали ниц, и им пришлось вернуться к западным компаниям за помощью, чтобы дублировать заводы, заложенные в первую пятилетку. И, например, я был в Douglas Aircraft Company. Они впустили меня в свои файлы, и это было удивительно, какая подробная помощь была оказана компанией Douglas Aircraft. Они купили один DC-3, а затем купили DC-3 с узлом и всевозможными дублирующими запасными частями, чтобы запустить эту штуку. А потом у нас есть эта история. Я не знаю, сколько подробностей вам нужно, которая продолжается вплоть до 1 июля 1987 года. И вы упомянули, я думаю, сегодня утром, Toshiba, японский завод Toshiba, а также норвежскую компанию, государственный завод, который предоставил фрезерные станки, которые позволили советским подводным лодкам быть в 10 раз тише, чем они были раньше. И это обойдется нам в $4 миллиарда, чтобы мы могли компенсировать то, что мы им дали. И эта глупость продолжается до сих пор, глупость в моем понимании. С точки зрения капиталиста с Уолл-стрит, я думаю, это разумный бизнес. Это продолжается уже 60 лет, и предположительно это делают наши союзники. Но это же не жители Японии и Норвегии. Нет, это опять интернационалисты. Это интернационалисты, представленные в трехсторонней комиссии, основанной Дэвидом Рокфеллером в 1973 году. Это ваша лучшая корпорация, представители корпоративной элиты, ваши лучшие адвокаты корпоративного истеблишмента, ваши лучшие политики.